Они с этим языком просто, ну, просто с ума сходят. Соцсети. Значит, пишет девушка, Киса ПМ, да, в Тредсе. Для некоторых профессиональных патриотов мысль о том, что война закончится, страшнее, чем сама война, пишет на украинском. Потому что тогда придется искать настоящую работу. То есть профессиональному патриоту после войны придется работу профессиональную искать. Приходит какой-то чучело в комментарии. А что это я только что прочел? Что интересно, все остальные публикации у этого существа, то есть оно приходит и говорит, у этого существа на языке врага. Киса на нее. Но она ему ответила, что очень показательно, что вы приняли это на свой счет, как профессиональный патриот, а он, правда, это профессиональный патриот. Это прям швондеревщина пошла. Не, ну, то есть это просто шарики за ролики. И вроде есть же там умные люди. Вот Анистрат этот, который банкир бегущий, сына потерял, воевал, он реально воевал, медийный, там, известный, там, у него блог про, в общем-то, бегающий банкир, там, экономист, умный вроде человек был до войны, уважаемый. Но он берет и говорит, ой, я трансформировался. Найбільший зараз у мене конфлікт – це з вихователями, які мені допомагають в вихованні дітей. Самый большой конфликт с воспитателями, которые помогают ему воспитывать детей. Интересный поворот. Які російськомовні природні. Они по натуре, по природе русскоязычные. И у него с ними конфликт. Один вихователь – це викладач баскетболу у Андрія. Другий вихователь – це викладач тенісу у Андрія. То есть у него Андрей, он занимается и баскетболом, и теннисом. А у него тренер, ну, он вообще выхователь, воспитатель. Тренер это. Короче, тренер по баскетболу и тренер по теннису, они, ну, как это, с русскоязычной челюстью, русскоязычные. И у него конфликт по этому поводу. Як я до цього ставлю? Да я погано для цього ставлюсь. Ну, я завжди кажу, от, коли закінчиться війна, коли ви перестанете розмовляти російською мовою? Та не може бути. Ну я кажу, серйозно, от це чесно. От як тільки ви перепинете говорити, от думати російською мовою, війна одразу закінчиться. Поняли? Перестань думать по-русски, и война закончится. Слушайте, ну правда, умный же был мужик. Умный же раньше. Сейчас что с ним произошло? Сейчас такое ощущение, что профессор Преображенский пересадил в его тело собачье сердце. Вони думають, що я божевільний. А як довести свою правоту? Тому що впевнено зараз прилетить, скажуть, що там в нього ж теж ютуб-канал називався «Бігущий банкір». Та скільки він спілкувався російською мовою. А що вам допомогло усвідомити, що українська, вона таки має значення? Це була помилка. Это была ошибка, говорит. Значит, это то, что вот прошлая жизнь вся, это была ошибка. З мого боку. Ну, помилка, на яку пішло скільки? Половина життя? Ну, трансформація – це така штука, вона важка насправді. Це серйозний дуже скіл, вміння трансформуватися. І, на жаль, так, на жаль. Скилл. Истинное украинское слово. Ну, навык, да? Умение трансформироваться. Это просто какое-то это просто. А потом, ну, это в моменте вот, ну, какой-то одной судьбы, одного человека, какой-то припудренной на рынке, которая домахалась, говорит, должна быть кольоровая капуста. Это вот в этой рамке, вот в этой. А есть же там еще и дальше рамки, да, поколенческие, мировоззренческие, политические. Булгакова снесли. Ну, щойно, да, забрали його? Все. Залишки Булгакова, та ви що? Це скандальний момент. Вообще момент. Та вы шо, говорит, ничего себе. Вау. Вау! Вы знаете, вот это ужас, когда сняли Булгакова, они все-таки его сбили, все-таки это Киевсовет, там эти все поприезжали, вот, послезали с гор, с полонины. Да, не киевляне, да, я все понимаю. Но меня больше всего, вот напишите в комментариях, разделяете вы вот возмущение? Понятно, что там Булгаков это в принципе был, и памятник этот был долго не жилец после всего того, что там сбивали эти доски, и как его запрещали, все понятно. Но меня вот больше всего бесит вот это вау. Она говорит «Вау!».
она удивлена и восторжена. «Вау!» — говорит. «Вот что осталось от Булгакова». Історичний момент. Історичний момент. Я на Андріївський узвіз потрапила раз в ніколи. І що ми бачимо? Був? Нема. Был и нет. Что мы видим? И люди там сразу там приходят, там опрос делают там же на Андреевском спуске. Интересуются. Мені подобався Булгаков, я проти того, щоб в нас його пам'ятник. То есть скромная девочка, такая немножко нервная, чуть-чуть оглядываясь по сторонам, говорит, мне нравился Булгаков, я против, что его снесли. И хамыль-хамыль, и в кусты. Ця постать така неоднозначна, як то кажуть, да? Но ті, хто склоняються більше україномовної позиції, вважають, ну і я в тому числі, що його не має бути. Підтримую знесення, так. За його проросійську позицію. Ми його читали. Про российскую позицию. Украинская... Те, кто на украинском говорят, считают его про... Мы его не поддерживаем. У Булгакова была пророссийская позиция. Путинец! Путинец! Якщо на його місце поставить щось українське або пам'ять українському якомусь письменнику, це буде чудово. Это будет прекрасно. Украинскому... Какому? Какому? Ну вот какому? Какатюхе! При жизни надо кому-то ставить. Так давайте поскребем каких-нибудь какатюх, понимаете? Давайте поскребем. Посмотрим биографию, а где они жили до 91 года. Надо кому-то, кто не жил до 91 года, какому-нибудь писателю, вот кого не было. Вот прям при независимом, вот и памятник ему поставить. Есть такие, которые за эти 30 лет померли уже. Но писатели были. Но мы просто о них не знаем. Значит, надо раскрутить и поставить памятник. Ну, это все. Посмотрите. Родился в 91-м, 25 августа. Там, помер. А еще лучше, если на войне погиб какой. О, вообще будет замечательно. То есть, вот какой-нибудь писатель. Вы его читали? Нет. Почему? Говно писал. Но это наш. Людина, яка просувала російські наративи, ну, імперські наративи. Тому, ну, мені здається, так має бути, це процес деколонізації. Ну, або його помістити в специфічний контекст. Нічого місто не втратило від того, що цього пам'ятника тут немає, а в культурному якомусь ментальному контексті не здобуло. Тому моя нейтральна позиція це лише, напевно, якесь, не знаю. Моя хата с краю, нейтральная позиция, не знаю, не могу понять. Но это не мое, это не туда. Запыхано. Что запыхано, там спуск, там кто сверху, кто поднимается, то есть понятное дело. Тут как бы нейтральная позиция, ах, отстаньте. Полегше мені тут стало вільніше дихати. Так, ну якщо це представники культури російської, то ну, вона не потрібна просто. Российская культура. Российская культура. Ну, абсолютно. Рішення про знесення пам'ятника Михайлу Булгакову поруч із музеєм з одноіменною назвою у Києві Київрада прийняла півроку тому, у грудні 2025 року. Тоді частина українців таке рішення не підтримали, оскільки вважали, що це є культурна втрата для України. Інша частина, навпаки, підтримала це рішення, оскільки вважає, що Михайло Булгаков був українофобом і підтримував риторику Російської імперії. Нині пам'ятник із вулиць Києва таки прибрали. Він простояв тут 18,5 років. 18,5 лет простоял и убрали. Вот полгода назад не решились, когда проголосовали, не решились, потому что кто-то поднимали вот эту волну, говорят, вы что, какой Булгаков, его там завалили, закидали, чтобы его не видно было, а сейчас вот решились. Мы быстрее начинаем терять. Быстрее начинаем, вот с каждые полгода вожжи все туже. И всем уже плевать, и смотрите, все говорят, да пускай он вообще это... Путинский шпион Булгаков. Понимаете? И вот с каждые полгода еще хуже, хуже и хуже. Вот эта яркая вспышка политическая, которая сегодня была с письмом, ответом Путина и так далее, это тоже оно. Это тоже эта вспышка яркая, которая опять нам продлевает через полгода. А что с нами будет через полгода? Мы станем сектой швондеров. Привіт, незламні. Сектанти Швондіра і Шарікова знесли потужно, мощно пам'ятник Булгакова в Києві. Ну що тут скажуть? Ну що тут можна сказати? Коли весь світ знає цього письменника, коли весь світ знає «Мастер і Маргариту», наші большевики отважні, які працюють по лекалам Радянського Союзу, блядь, оці Швондірівщина, питається навіть унічтожити пам'ять про нього.
Ну, господі, большевики і пролетаріат. От і все. Яким правлять горлодранці, які вчора, опять же ж повторюся, тюльки не наїдалися, а сьогодні дорвалися до корита, блядь, і питаються указувати всьому народу, як треба правильно жити. Ну, слухайте, і це переживемо, і цих переживемо, і Ну, вот вы понимаете, вот вопрос. Если бы не было войны, да. Вот да. А так война переживут не все. В этом-то вопрос. И то, что разрушение это идет не с войной, не с войной связанной. Это, ну вот нам демонстрируют, там есть такой Покровский, по-моему, фамилия, тоже сейчас активный блогер, там бизнесмен. Одесса, Затока. В 90-х, когда мы еще с Коломойским бизнес начинали, а даже еще до 90-х, когда вот этот вот метеор еще працював, помните, хто помне, поставте плюсик. Де раніше концерти були кожні вихідні і по 2 рази. Тобто приїжджав Віктор Цой, він виступав п'ятниця, субота, неділя, по-моєму, навіть четвер, 4 дня по 2 концерти було. Я на всіх концертах був. І так на хто не приїжджав, виступав, було по декілька днів, виступали і по 2 концерти. Один, через годину, через 2 другий. Тобто люди вийшли, всі пройшлися, поприбирали і заходили інші, як в кінотеатрах. Ось така тема і була раніше. Зараз один концерт раз в 3 місяці, ну таке. Та й до війни. Ну, до войны он вспоминает. Сейчас вообще там ничего нет. Сейчас он заходит внутрь, а там все. Все, закончилась былая слава. Странне життя починається, да? Тобто дивися, нам в Совєтському Союзі досталося нашому поколенню от таке, ну, класне було приміщення. Тобто класні концерти тут виходили, просто супер. Ми передаємо своїм дітям от такі, блядь, трущоби. Наші батьки відбудували, все це зробили, а ми дітям віддаємо трущоби. Да. Вот кто еще так может мыслить? А что мы оставляем детям? Ну, у нас же какой был нарратив? Мы должны воевать, чтобы не оставить детям войну. Так мы детям оставим и войну, и вот это вот все. Вот эту всю разруху. Стидно, ні? А мені реально стидно. Он я з малим хожу, показую, розповідаю йому, а він не може зараз це все зробити. Не может поверить, как это там «Ласковый май» пел, как это приезжали туда, Цой приезжал. Вот в комментариях тоже у него пришли, вспомнили. Значит, это метеор, типа, да, он самый, но это такой, это Ющенко Фил, вот этот товарищ, вот этот Роман Покровский, говорит, это при Януковиче такого не было, говорит, при нем вообще был Хавайся, а вот при Ющенко, если бы сейчас был бы Ющенко, то как в Китае бы жили, ну, это такое, это его взгляды, но вопрос не в нем, не в его взглядах. Люди пишут, это метеор, он самый, там радиорынок был, и концерт был, Кроликов и Филимонова. А другая вспоминает, 89-й год, «Ласковый май», Шатунов. Мне 17 лет было тогда. Было так хорошо, так супер. Сейчас мне 54. И как это больно смотреть. То есть мы разрушили то, что было. И детям не оставили ничего. И это Шариковщина тоже. Швондеревщина тоже. Такая же. Вот Луцк. Сюжет на местном телевидении. Думаєте, це було влучання шахеда? Ні, то луцька підприємиця так з'їхала з орендованої комунальної ділянки та так, що позривали навіть бруківку і розібрали тротуар. Міськрада змушена була заявити у поліцію. Ми на вулиці Набережній. Тут була тимчасова споруда, магазин. Майже 2 роки тому міськрада відмовила підприємиці продовжити термін оренди землі. Значит, у нее был магазин, горсовет отказал. Ну, видимо, надо было занести, время там и так тяжелое. Ну, в общем, Луцк, конечно, далеко от войны, но периодически, конечно, постреливают. Ну, общее это состояние в стране задница. И вот она говорит, давай продолжать аренду. Вот, смотрите, у меня там инструмент всякий, какие-то там красочки, болтики, вот это все. Давай, мол, продолжим аренду мне магазина. Те, видимо, не договорились, или появился какой-то другой претендент на это место. Ну і, в общем, сказали, уїжджай. Та стала судитися і програла скрізь, в тому числі і у Верховному суді, кажуть в міськраді. Зауважують, що підприємиця Оксана Зязюк добровільно не звільнила земельну ділянку, тож в департаменті муніципальної варти вирішили примусово демонтувати споруду. І тоді почалось найцікавіше. Значит, она отказалась уехать, да, выехать, и они силком разбили то, во что она вкладывала. Душу, силы, то есть силком. Сняли, снесли. И потом она решила мстить. Підприємиця просила зупинити демонтаж, мовляв, сама все зробить.
не проводила самостійно цей демонтаж. Тобто вона обманула і обманним шляхом пробувала далі залишити цю конструкцію. 28 травня ми проводили і продовжили проводити далі демонтаж. Вона зобов'язалася прибрати залишки дахівки і мінвату самостійно. І замість того, щоб впродовж 4 днів це здійснювати, ми виявили факт того, що вона почала розбирати міську бруківку по законодавству, коли їй надавали договір оренди землі, і суб'єкт господарювання зобов'язується відповідно зробити благоустрій. Жінці дозволили тут вести бізнес і заробляти гроші ще з 2012 року. Дали землю в оренду для розташування автосервісу. Мало бути 5 мафів, а спритна підприємиця стала використовувати ділянку не за цільовим призначенням, зауважили в міськраді, от і не продовжили оренду. Ну, короче, значит, 14 лет все было нормально. 14 лет. Она как бы поставила эти малые архитектурные формы, да, должна была быть какая-то там стоянка, автосервис, а она вот там торговала. 14 лет все было хорошо, а сейчас вот она вот такая-сякая, и не продолжили аренду. Так а чего она брусчатку начала срывать? Вона це все перепланувала під один, здала в суборенду третім особам. Їх запевнила, що в неї є всі документи дозвільні, і в них все гаразд. Треті особи не знали, що немає цих паперів, бо вона зовсім інші витяги і документи їм надала. Тобто це теж шахрайські дії. Підприємиця понад 10 років користувалась землею громади як заманулась, а наостанок залишила після себе розритий тротуар і зірвану бруківку. Так би мовити, подяка громаді за прибутковий бізнес. Демонтаж цієї бруківки не здійснювала Зізюк Оксана, здійснювала Кушнір Наталія, яка, маючи доручення на представлення інтересів, вживала і здійснювала ці заходи. Представниця підприємиці пояснює, мовляв, та забирає своє, бо вкладали бруківку за власні гроші. За власні кошти, не маючи підрядну організацію. У мене є акти виконаних робіт від підрядних організацій, які вставляли ту бруківку. Законно. У договорі прописано залишити земельну ділянку в такому стані, якому брали. Тобто повернути в такому стані, якому брали. Саме в такому стані земельна ділянка повертається. Впродовж дії договору оренди, а це загалом десь 14 років, жодних претензій щодо неправильного використання одного чи 5 мафів від Луцької міської ради не надходило. Ну, понятно, не было никаких претензий, а тут, когда срок аренды вышел, не договорились, понимаете? Не договорились. Ну и вот так вот, собственно, вырывают, уходят, уходи. Мы клали эту за наши деньги, это благоустройство, мы его заберем. Как вы нам дали, так и забирайте. И вот это вот так это все и работает. Швондеревщина, понимаете? Шариковы и швондеры дорвались к власти. Копеечку просто надо было занести, по всей видимости, вот и все. А вот, например, сегодняшняя новость, это же тоже что-то потрясающее. Теперь есть такой, у нас есть Зеленский, а есть Еленский. Еленский, тот, который, у него там служба возглавляет, он профильную по религии, по церквям. Украинцам хотят разрешить официально венчаться в церкви без ЗАГСа. В этом случае священник должен получить от государства полномочия на регистрацию брака. Подобная практика существует во многих странах мира, нам говорят. Поэтому и в Украине такое будет, а чего нет? Короче, теперь священники, ну понятно какие, да? ПЦУ, священники будут работниками ЗАГСа. Полномочия получили и могут расписывать людей. А что удобно, расписал и все. И зарплатку, наверное, будут получать. Зарплатку. Священники, которые венчают и как бы расписывают заодно. Прекрасный ход, потрясающая реформа. Вообще не пересекается. Там церковь и мирское. Вообще не пересекается. Зато пересекается в других отраслях. Сегодня сообщили, что во Владимире-Волынском, во Владимире-Волынской области ТЦК задержали настоятеля Преображенского храма УПЦ протоиерея Богдана Кацевича. Заявлено, что священника силой задержали, когда он возвращался из больницы вместе со своей беременной женой, без никаких объяснений и вопросов. В ТЦК у него случился сердечный приступ, скорая заявила о необходимости немедленной госпитализации, а руководство ТЦК отказалось его отпускать. Лежал, пока не пройдет. То есть одним священникам еще и государственную денежку
регистратора дадут, а других вот это вот даже с сердечным приступом из ТЦК не отпускают. Швондеревщина. Шариковщина. А если кто-то что-то делает, но нужно получить, ну, как бы больше звезд на погоны, надо вписывать русский след. Сегодня в Житомирской области задержали 17-летнюю девушку. Ее подозревают в убийстве военного. По версии следствия, жительница Бердичева завербована была российскими спецслужбами. В 17 лет завербовали, представляете? Значит, ей отправили по почве метадон, организовали встречу с 27-летним военным в Житомире и дали указание подсыпать ему в алкоголь-наркотик. Представляете, какие страсти делаются? Военного нашли, вычислили. Какие агенты! Может, клофелинщица обычная? Но за обычную клофелинщицу не дадут звездочку, а за агента, которого завербовали, скрины там можно нарисовать, какие переписочки, какие хочешь. Вот, пожалуйста. 17 лет девочке. Подсыпала, показали, что вот подсыпала. Сами СБУшники очень часто, так сказать, звонят, представляются ФСБшниками, платят деньги. Или, допустим, сами СБУшники, а потом оказываются ФСБшниками. Сегодня, кстати, по этому поводу очень интересный эпизод так раскручивался. Может быть, завтра обсудим с Воскресенским. Помощница Тихановской попала в интересную историю. Стоило, вот, понимаете, вот тоже стоило поручкаться с Зеленским, начинается какая-то возня. Значит, заявили, что аналитик офиса Тихановской Алина Харисова работала на КГБ Беларуси, Лукашенко. При этом думала, что она, оказывается, на СБУ работает. Значит, бывший редактор оппозиционного паблика «Нехта» Протасевич, который стал сначала сварщиком, а потом от сварщика его повысили ведущего государственного телевидения, сказал, что Харисова согласилась за деньги сливать данные о своих коллегах СБУ, а на самом деле ее вело КГБ. После выхода его сюжета Харисова подтвердила, что согласилась работать, но она думала, что это СБУ, с СБУ можно. Отношения надо было улучшить между Киевом и белорусской оппозицией. Говорила, что ничего она не слила, ни одного факта, вообще отказалась отвечать на провокационные вопросы. Говорит, что в большинстве моментов играла дурочку, игнорировала сообщения по несколько суток, потому что поняла, что ситуация странная, и Харисова, говорит, остановила свою деятельность в оппозиции, предложила пройти проверку, там полиграф и все дела. Вот такой пост накатала. Убеждений, говорит, я вышла на связь с СБУшниками, они оказались КГБшниками. Приостанавливаю сотрудничество с любыми организациями, я понимаю. Это ж так по-европейски, типа, если какой-то скандал, я лучше уволюсь. Почему нет? Увольняемся. А вот Протасевич рассказывает. Борьба с режимом – это звучит гордо. Приглушенный свет, дорогие рестораны, звон бокалов на оппозиционных корпоративах. Отличный соцпакет, командировки, статус эксперта или видного советника. Картинка человека с железобетонными принципами. Но ровно до тех пор, пока на стол не ложится конверт с гонораром от чужой спецслужбы. Именно эти люди заседают за закрытыми дверями, куда не пускают случайных зевак. Они знают кулуарные расклады, кто против кого дружит, какие схемы чертятся и какими маршрутами текут гранты. Мне так нравится, как они протягивают эти окончания. Вот это гранты. Вот это вот все. Вау, Протасевич, мы посмотрели на тебя под другим светом. А у Собчак так хорошо расхаживал с маской сварщика. Они знают все. И в какой-то момент понимают, что этот эксклюзив можно отлично конвертировать. Вопрос лишь в том, кому выгодно продать убеждение в изгнании. В нашем случае покупатель пришел сам. Выход на объект обеспечили нужные посредники. Это была украинская разведка. Серьезные люди, строгая конфиденциальность. Запрос предельно конкретный. Сливать внутреннюю кухню белорусской оппозиции. Кулуарные решения, грязня в руководстве, теневые финансовые потоки. Улучшать отношения между Киевом и Белоруссией демократической. Переписки из закрытых чатов. Все то, к чему советник имеет доступ по долгу службы. Никаких закладок и шпионских камней. Просто сиди, слушай и передавай кураторам.
Тук-тук-тук. Стукачок. Взамен криптовалюта. Долго наш человек с позиции не раздумывал. Ударили по рукам. Классическая вербовка прошла успешно. Сьогодні, 9 жовтня 25-го року, я, Харисова Аріна Олександровна, даю добровільну згоду на співпрацю з СБУ України. Для шифрування моїх даних обираю псевдонім Алекса. Алекса. Ёкарный, Алекса. Слушайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это ж надо обязательно там или написать бумажку, или на видео записать. Это ж ты должен... Это ж ты ж агент становишься, агент. А ты ж... Она потом говорит, я дурочку включала, но это что, подтверждение есть. Это должен быть ты. То есть конкретно ее развели. Вся ее идейность закончилась в октябре. Днем девушка искренне улыбалась соратникам на закрытых совещаниях, а по вечерам паковала для кураторов тайны беглой оппозиции. Диктофонные записи, сливы из секретных чатов и внутренние документы. Никаких угрызений совести. Просто мелкая подработка. Вся суть ее блестящей карьеры – громко кричать о свободе на камеру, чтобы потом продать своих же за кадром. Кто бы говорил, Протасевич? Ой, про своих же за кадром, нехту и все остальное. Ну, этот самолет с ним садили, помните? И потом санкции начали вводить против Беларуси. Украина побежала тоже впереди паровоза. Зеленский, имеется в виду, спотыкался. Интересный комментарий этого днища опубликовал Елисевич. Говорит, вы сейчас упадете от этой истории. Аналитик Тихановская Алина Харисова писала ей стратегии, между прочим. Получила звонок. Ей представились СБУ и попросили сливать инфу. Проще говоря, завербовали. Год она сливала инфу, а потом оказалось, что это было КГБ Беларуси. Какая оппозиция, такие и аналитики. И какие же их умственные способности. О преданности вообще молчу. Вот и все. Открываются глаза на всякого рода оппозицию. До свидания. Понауехавшие. Ну, насчет понауехавших украинцев я вам показывал польский материал, да, о том, как украинцы Сома, там мне писали в комментариях, озеро неправильно называется еще. Смотрите, есть это озеро в Венгрии с этим названием, но с другим названием озера в Варшаве его тоже так называют, ну как в народе. Поэтому вот это вот и все они так и говорят, вот эти блогеры на это озеро. Это Варшавское озеро, вот 57 лет украинца. Депортировали из-за того, что Сом, ну, он плохо себя чувствовал. Во-первых, нерест был. Во-вторых, он его бил головой об асфальт. Во-вторых, вот это вот все. Ну, в общем, все. Домой, 57 лет, еще родине послужишь. Выперли. Вообще Украина только рада. Сегодня Дольче Велле заявила, что Украина просит не предоставлять защиту мужчинам от 23 до 60 лет. Значит, государства ЕС поддерживают продолжение, собственно, защиты временной для украинцев до 28 года, но могут ограничить эту защиту для мужчин мобилизационного возраста. Об этом просит украинская власть. Просит. Говорит, ну, вы предоставляете, а вот те, которые там призывного, ну, не предоставляйте. Ну, а что, они у вас незаконно находятся? Ну, давайте их домой, к нам, а мы тут уже их соберем. Воина, и вперед. Как украинцы внутри страны думают об этой просьбе? Немає в мене. Бачите, я в Україні. Я думаю, що всі повинні бути в однакових умовах. Конечно, все должны быть в одинаковых условиях. Смотрите, вот женщина уже и пожила, и уже все, говорит, все, как в СССР, все одинаковые должны быть. У всех все должно быть одинаковое. Розуміли, що я сказала. Я вважаю, що це порушення конституційних прав, і кожна людина молода вирішує сама, як їй поступати. Я не знаю, в мене немає думки, я про це не думаю насправді. Я думаю, як дякувати ЗСУ, що захищають нас наразі. Я об этом не... Я думаю, как спасибо сказать ВСУ, они же нас защищают. А об этом я не думаю, извините. Вы понимаете, что у людей в головах? А що стосується тих чоловіків, які заховалися в Європі, ну це хай буде їхній вибір. Це не... Мені здається, що це не дуже. Ну, якщо Не дуже, не дюже, не совсем. людина вже там працює, вона там платить налоги, чого її виганяють. Якщо це требує сама Україна, то, ну, якщо їх потребують, зловлять, відправлять, то, ну, вже як є. Ну, вот если потребуют, их поймают, отправят, ну, уже тогда как есть. Ну, что я могу поделать? А вообще, конечно, не очень. Похабненько как-то.
Правильно? Підтримуєте таке рішення? Так. Я думаю, це позиція Євросоюзу, і вони мають право на те, що вони кажуть. Тому що якщо подивитися на ситуацію, коли вони масово приймали наших біженців, то насамперед цей захист поширювався на жінок та дітей. Представляете? Женщин и детей, да. Мужиков нет. Мужик, у него руки, ноги, голова и осколки влетают в его тело по-другому, отскакивают. А мужика ему не так, как ребенка. Конечно, его как бы разрывает во время обстрела. На старих, на незахищені верстви населення. І треба розуміти, що, на превеликий жаль, деякі з громадян України скористалися цією можливістю по-своєму. Воспользовались возможностью, представляете? Воспользовались возможностью, к сожалению. Якщо це їхнє бачення видавати людей працездатного віку в країні, яка воює, то для них, я їх не розумію з точки зору цього рішення. Якщо це підтримка України на запит нашої держави щодо того, щоб повертати чоловіків призовного віку, то це партнерство. Партнер, это вы понимаете, что ли? Если они сами хотят выдворять украинцев в Украину назад, я их не понимаю, осуждаю, не-не-не. А если мы хотим забрать, то это партнерство. Помните, это МММ? Я не халявщик, я партнер. Двояко? Так. З одного боку шкода, з іншого боку треба і комусь захищати. Надо кому-то защищать. Конечно. С одной стороны жалко, с другой стороны надо кому-то защищать. Вот демографа Либанову спросили. Вообще, вы понимаете, все нацелены, что надо мягко украинцев возвращать домой. Возвращать домой. Свириденко сегодня, кстати, сообщил о том, что программу целую запустили. Помните, я вам крымчанку показывал в шуме, которая там уехала, 18-летнюю. Короче, Украина запускает программу по возвращению молодежи с оккупированных территорий. Значит, те, кто родился после 24 августа 1991 года на временно неподконтрольных территориях, могут получить удостоверение, чтобы вернуться в Украину, даже если у них нет вообще о них ничего в госреестрах. Документ можно оформить бесплатно через украинские дипломатические учреждения за границей, в общем, онлайн, там они помогают, возвращаем всех назад. Но это как бы ладно. То есть люди, которые, Украина пытается вытащить там молодежь и, после 91 года, то есть точно рожденных в Украине пытается вытащить. Допустим, может какой-то патриотизм в этом и есть, может это чем-то мотивировано, предположим. Может люди, правда, кто-то хочет в Украину. Он как эта крымчанка, которую я в прошлом шуме показывал. Она, говорит, прям хотела в Украину. Она тошно ей было среди этих родителей, сепаратистов и всяких там коллаборантов жить. А из Европы как? Демограф Либанова говорит, ни один украинский политик не возьмет на себя ответственность, чтобы вернуть украинцев назад в Україну, а не дай Бог з ними що случиться во время війни. Я не знаю, хто сьогодні з політиків може взяти на себе відповідальність, говорити про те, що повертайтеся до України. Це мами з дітками. І якщо, не дай Боже, ця мама чи ця дитинка тут зазнає поранення, я вже не кажу про загибель, це ж на совісті треба буде мати. Тому хай вони там вже до кінця війни і будуть. А взагалі я бачу, якщо говорити про міграцію, 3 загрози. Загроза перша – ми зможемо повернути надто невелику частину наших мигрантов. То есть 3 угрозы по поводу миграции. Первое. Очень чуть-чуть Украина сможет вернуть виїхавших иммигрантов. Я весь час говорю, що більше триває війна, то менше людей буде повертатися. Вони змушені там адаптуватися. Вони змушені знаходити собі роботу, дитинка ходить в школу чи в дитячий садочок, чи вже якщо старша, то до університету перейшла, чи до коледжу там, навчаються, дорослі працюють, вони винайняли житло якесь. Тобто вони призвичаються до цієї країни. Інтегруються. Да. Це інше, один бік медалі, а другий бік – це те, що з кожним місяцем все більше руйнувань інфраструктури тут. Да ладно! Слушайте, никто не замечает, Либанова хоть увидела. Все больше инфраструктуру рушат. Рушат все. С каждым годом войны. То есть, вот мы вначале же говорили об этих мансах Зеленского. Так это еще будет больше разрушений. Ми ж також це розуміємо. Руйнується бізнес, руйнується житло, руйнуються дороги. Тобто люди втрачають можливість сюди повернутися. І тому це
Ми тут нічого не можемо зробити, але це треба розуміти. Как ничего не можем сделать? Ну, можем повлиять как-то, чтобы не хуцпу гнал, а реально договаривался о мире. Давайте соберем Зеленскому чемоданы, давайте бутербродов положим, курочку там, яичко в поезд, соберем его и отправим в Москву на дрезине, например, вагон. К дрезине прикрепим вот это все и погнали. Пускай там сунется, пускай договаривается, эти настановы дадим. Це один тип загроз. Тому Україна надзвичайно зацікавлена в якомога швидшому, крім всього іншого. Але із цієї точки зору, з точки зору повернення, ми вкрай зацікавлені в тому, щоб якомога швидше закінчилась війна. Украинцы заинтересованы, а Зеленский не заинтересован. Насчет мигрантов. Вот, пожалуйста, сегодня Питерский форум. Президент Танзании. Там вчера или вчера, наверное, да? С президентом Танзании встреча была на официальном уровне. К 2050 году каждый 4-й человек на этой планете будет африканцем. Африка останется единственным континентом на планете, который по-прежнему будет предоставлять глобальную рабочую силу на масштабном уровне. То есть, смотрите, африканцы будет, каждый 4-й африканец. Почему? Потому что работать кому-то надо. А некому работать. Все вот это вот только вот это все, понимаете? Все только потужничают. Да потужничались, работать некому. Навыки теряются. Судьба меняется. Если там уехал человек, то есть в Украине он что, работает по специальности? Да нет. Дроны крутят. Очень мало кто как бы совершенствуется в своем деле, которое было у него до войны. Кто-то или военным стал, или перепрофилировался, кто-то умотал, полы моет, я вам тоже показывал, эти полицейского и пограничника. Ничего, убирают тихонечко в столярочке себе. Говорит, ну, будем расти, зато тут свобода, деньги, понятно все. А африканцев будет все больше и больше в мире, потому что это вот будущее. Будущее. Будущий рабочий класс. А вот в Албании который день, я, кстати, хотел на прошлом шуме вам показать, ну, а так там продолжается все. 4 дня подряд продолжаются протесты против строительства курортного проекта семьи Трампа. Значит, активисты утверждают, что проект угрожает охраняемым природным территориям на южном побережье страны. Это новый прибрежный туристический комплекс. Стоит он 1 миллиард 200 миллионов долларов. Реализуется зятем Кушнером, зятем Трампа, и супругой Иванкой Трамп. Иванка и Кушнер. Некоторые протестующие держат плакаты с надписью «Эдди Рама, уйди в отставку». На других изображен премьер-министр Албании, передающий ключи от страны Иванке Трамп. Демонстранты говорят, что проект несет ущерб экологии, поскольку предполагает строительство отелей в охраняемой зоне на южном побережье Вьюса-Анарта. Согласно плану, застройщики также намерены превратить остров Сазан, бывший секретный объект, в элитный туристический курорт. Протесты, как сообщает Associated France Press, усилились после сообщения о нападении охранников на мужчину возле охраняемой территории, а также после публикации кадров с подготовительными строительными работами и использованием бульдозеров на пляже. Участники протестов требуют отмены закона о стратегических инвесторах, которые ускорили отдельные проекты. Ну и, конечно, пересмотр изменений в законодательстве об охраняемых территориях, которые позволяют строительство гостиниц в природоохранных зонах. То есть, понимаете, против Кушнера и Иванки выходят протестовать. Против пляжей выходят протестовать, а украинцы не протестуют. Трамп пока, правда, занят другим. Вот американская, скажем так, версия журнала The Week уже готовится к разного рода событиям. Обложка, в общем-то, звучит как американский Колизей, да, как Трамп украл 250-й день рождения нации. У него же там юбилей 250 лет, и он там собирается рестлинг проводить в честь 250-летия Америки. Вот такая вот обложка. Ну и, конечно, гораздо ближе, чем 250 лет,
а это вот буквально уже считанные дни остались до 11 июня, чемпионат мира по футболу. Тоже у Трампа. Причем интересно, что он станет каким-то супер-пупер дорогим. Bloomberg публикует материал, что турнир, который будет в США, Канаде и Мексике, уже называют самым дорогостоящим в истории мундиалей. Стоимость билетов взлетела до шестизначных сумм. Благодаря впервые введенной FIFA системе динамического ценообразования, получается, чем выше спрос, тем больше стоит билет. Только на первом этапе продаж было продано более 500 миллионов заявок на билеты. Тут же и перекупы, тут же и просто люди, и фаны, и все остальные. И если ажиотаж больше, то цена растет. Ну, типа такая аукционная модель. Но расходы не только на билеты, болельщики должны раскошелиться. В Нью-Йорке проезд до стадиона MetLife на финал чемпионата мира будет стоить $98. Представьте. А раньше, сейчас надо там заплатить $13, чтобы доехать. Повышенные тарифы на транспорт, парковку и другие услуги все больше вызывают вопросы у фанатов. Не меньше проблем у городов-хозяев, несмотря на выделенные правительством США гранты, $625 миллионов. Эксперты считают, что эти средства недостаточно выделены. И вообще их не хватит, чтобы покрыть расходы, безопасность и инфраструктуру. При этом основная прибыль от турнира останется FIFA, которая рассчитывает заработать $13 миллиардов. Это, я напомню, самый большой чемпионат с самым большим количеством стран-участниц. Экономисты предупреждают, что надежды на то, что туристические потоки полностью компенсируют затраты городов, зачастую вообще не оправдываются, никогда не оправдывались. В результате часть расходов может лечь просто на плечи местных налогоплательщиков. Вот и вам и мундиаль. Ну и еще одной страны-хозяйки случился казус на пресс-конференции. Клаудия Шейнбаум, президент Мексики, вышла, красиво хотела, там, с журналистом, с мячом, вот как хозяйка чемпионата мира. Бросила журналистке, а та и, в общем-то, навернулась. Так бывает. Так бывает. Посмотрим, что принесет этот чемпионат мира. Действительно ли хоть какую-то паузу. Мир во всем мире. Но вот пауза в отношении Украины, видите, как сейчас сорвалась. Так, друзья, ну что, значит, что, собственно... Ну, понятно. Значит, что мы имеем? Мы имеем ответные удары российские по Херсонской области, тоже удары по технике, грузовозы, ну, такие тягачи, также поражают, ну, вот уже, ну, в общем, гражданские машины, авторемонтные, дорожные машины. В Черном море атаковано и потоплено турецкое рыболовецкое судно, сообщили МВД Турции. 1 человек погиб, 4 ранены. Судно Дуру-67 атаковали в международных водах. Значит, получили оно серьезное повреждение, оно затонуло. Также, несмотря на перемирие в районе Запорожской АЭС после обстрелов, ее обесточили. Вот такая новость еще есть. Ну и в некоторых районах Сум исчезли электроводоснабжение. Поэтому, в общем, как бы ситуация только накаляется. Ну и украинских мужчин нужно вернуть из ЕС для участия в войне. Вышел и открыто уже сказал швед, министр миграции Форсел, говорит, что на войну необходимо выигрывать, и для этого важно, чтобы больше мужчин оставались в Украине, воевали. Министры ЕС в целом поддержали предложение ограничить доступ к временной защите для украинских мужчин призывного возраста, но решение пока еще не принято. В общем, раскачивают, нагнетают уже и шведы. Ну, шведы же они как, да? Инопланетяне, помните, я вам рассказывал. Вот такой шум сегодня. Да, 2,5 часа плюс. Давайте заглянем
в комментарии. Много, конечно, не обещаю, понимаю, что уже поздно, все хотят спать. Мне все говорят, сколько ты по 2,5 часа сидишь, вот это вот все. Ну, давайте немножко уделим внимание сообщества YouTube. Так, Антонина, ежедневно находитесь в огромном потоке информационном. Поделитесь, пожалуйста, личными правилами инфогигиены. Распознаете пропаганду, не защищайтесь от влияния. И второй прикладной вопрос. Как справляетесь с эмоциональным выгоранием или злостью, когда бомбит, сталкиваясь с тяжелыми абсурдными новостями? Смотрите, по поводу пропаганды, ну, это, смотрите, тяжело. Вот я не буду там выделываться, там эти все рекомендации, все вот друг по другу. Тяжело распознать фейк. Иногда попадаешь на фейки, и сколько бы там ты лет не был бы в информационной журналистике или вообще в принципе в журналистике, все равно попадешься. Все попадаются на эти фейки. Все маститые, перемаститые. Иногда глаз замыливается, действительно. Поэтому как бы тут советы очень понятные. Нужно проверять. Иногда там что-то проверяешь, иногда не проверяешь. Иногда это все настолько замаскировано. И этого не надо страшиться. Мы живем в такое время. Не надо вот это вот. То есть есть всякое. Есть всякое. Понимаете? Поэтому время лучший лекарь от фейков. Время показывает, где был фейк, а где был нет. Не всегда, конечно, но зачастую. А по поводу выгорания, слушайте, бомбит и выгораю, конечно. А как еще? Ну, представьте, сколько эфиров, сколько вообще новостей, сколько всего нужно подготовить. Вон этот шум сегодняшний, даже в частности. Смотрите, сколько мы с вами, ну, сколько я предлагаю вам пошуметь. Пишите поэтому в комментариях. Мне очень приятно, что вы пишете. Но это какая-то все равно отдача, да, вот по поводу тех там, роликов, вещей, каких-то там тем, которые поднимаются. Это прям очень важно. Так, Александр, ведь письмо Зеленского Путину, это же абсолютный косплей письма казаков турецкому султану. Он куражится, как куражится ворона перед псом, сидящим на цепи. Да, правильно, он куражится. Но тут, мне кажется, все-таки не так. Я у себя в клубе, в частном телеграм-канале, сегодня высказывал это мнение. Мне кажется, его прижало очень крепко. С одной стороны, Трамп. Ситуация с коррупционными скандалами и пленками никуда не делась. У меня был сегодня разговор такой интересный с бывшим работником спецслужб украинских, хорошим человеком, и он мне немножко рассказал, как это дела делаются. А там длинная схема, долгий рассказ, но все серьезно. То есть мы на суде услышали, как прокурор зачитывает переписку. Где эта переписка осуществлена? Ну, например, в WhatsApp или там в Телеграме. Ну, скорее всего, в WhatsApp. Да, они все там на зеленом, зеленские, зеленые, на зеленом. Это ерунда на самом деле. Все говорят, вот, можно просчитать, можно там еще что-то взломать. Там вообще по-разному идет по странам протокола шифрования. Где-то безопаснее, где-то небезопаснее. Плюс там очень интересная штука. Если прокурор зачитывает это, вот, например, дело Ермака, то он это использует как доказательство. А по всем нормам вот, нужно прийти в украинский суд, снять, получить разрешение, чтобы прослушать канал связи. Опять-таки, украинский суд, там следователь подает, что он будет слушать вот это. Вот это будет слушать. Не вот то, что там он там с женой вытворяет или еще какие-то вещи, а вот это. И суд дает вот это. И вот с этим судом, для того, чтобы это легализовать, понимаете, можно дырку в стенке просверлить и, в общем-то, как бы засунуть микрофон или там камеру какую-то установить, это можно. Но канал связи и переписку, тем более с другим человеком, для этого нужна санкция какого-нибудь там офиса, какого-нибудь там мессенджера, где-нибудь там. Они там разбросаны по миру, но, короче, хозяева американские. Там очень строго. В Европе, в Америке с этим. И если это зачитывает вслух ртом прокурор, то это означает, что где-то в деле, в недрах, обычным людям это не показывают, есть очень маленькое решение, короткое, разрешение суда где-то там, за бугром, той компании, которая управляет каким-нибудь сервером, какого-нибудь мессенджера. А это уже наводит на очень интересные мысли. Это край. Они как бы заказаны на Западе. А то, что сейчас это происходит, просто в одно время вот это, в другое время вот то.
Это все очень управляемо и дергают за, скажем так, рычаги. И поэтому бомбит у Зеленского. Поэтому, с одной стороны, Зеленского бомбит внутри от того, что его очень серьезно давят на мир. Его реально прогибают так сильно, что вот мы видим такие письма. А второе, судя по всему, что после китка, когда, это же Путин рассказал не просто так, отправили гонца, бизнесмена крупного, тот вроде как договариваются, тут говорит, вот сейчас они мне звонят. И это после Старобельска. Все оборвалось. Там же он сказал это все одной фразой. Говорит, больше мы с этим человеком, с бизнесменом не разговаривали. Все. Это на уровне таких людей, уровня Путина, уровня главы государства, это означает, это не Трамп, вот это вот. Это все. Как бы вопрос закрыт со встречей. Поэтому вот так. И, судя по всему, там гарантии безопасности уже снимут. Поэтому в воскресенье вечером, как пишет сейчас Политико, поедет он к Мерцу и Макрону под их крылышко. Так. Так. Был ли ответ пианисту от Трампа? Может быть, кстати, и был. Поэтому вот это все кардибалеты, вот это вот он танцует. Привет от Артема. Как относитесь к тому, чтобы пригласить Дмитрия Гордона в эфир? Он часто ходит на интервью, хотелось бы адекватных вопросов, без провокации, как вы умеете. То ему задают вопросы, когда и как Кремль сгорит и во сколько сгорит. Я очень его смотрел, часто пока... У меня была в моей... На другом канале я был ведущим тоже. Один раз я с ним во время войны, кстати, встретился в эфире, как он гость, я ведущий. И он был скучен. Ну вот когда без вот этого вот всего скучно. Может, я вот так думаю, знаете, я о нем вообще редко думаю, о Гордоне, только когда там обложку какую-то вижу. Я думаю, а может в этом-то и соль, что надо какую-нибудь дичь, хрень, ахинею, вот это вот все, и тогда ты становишься интересен. Или вот как там есть там целая плеяда этих там Невзоровы какие-то, вот эти все там, ну, товарищи. Может, ты... Вот когда ты начинаешь нормально говорить, по-нормальному с людьми, тебя не воспринимают. Ну, вот по-человечески. Объективно, взвешенно, с позициями. И ты, а не лепить, как не занимать сторону, не давить вот это, а аргументировать, ну, аргументы другого порядка, без менторства, без всяких там вот этих... Я не о Гордоне сейчас, я просто говорю об этих людях. Ну, ты становишься скучным. У тебя не хватает. Понимаете, есть люди, которые злые и добрые. Вот добрые люди, есть те, которые прям излучают доброту, а есть те, которые энергию, доброту, а есть те, которые поглощают ее, понимаете? Вот это он питается вот этим всем. Поэтому надо дерьмо какое-нибудь выставить, как Путин умер, как там еще что случилось, понимаете? Ну, это как бы, может, у меня там один опыт. Я не скажу, что я там постоянный зритель Гордона. Может, он действительно и умный. Но с другой стороны, он такой один, который дает своей жене интервью. Кулеба — это жалкая пародия. Не надо повторять за другими. Добрый вечер из Минской области. Почему, по-вашему, Спивака не интересуют события, связанные на оккупированных территориях, теракты и как отключение света в зимнее время? Он всячески избегает этих тем. Вопрос полный. На вашей встрече следующий задам вопрос. Надеюсь, зачитаете. Ну, зачитаем. Но опять-таки, смотрите, это вот примерно похожая история как с Гордоном. Похожая. Ну, то есть, ну, опять-таки, мы же не знаем внутри, да, какие договоренности, какие разговоры. Ну, что же во всех этих списках этот Спивак, понимаете? И его первого порвут и будут там 2 дня носиться, что там вот это вот все уголовка, вот это все коллаборанта, выкрылы, вот это все, да, вот. И, ну, если девочку 17-летнюю, которая там что-то подсыпала какому-то военному, приписали ей, что это спецслужбы хотели, понимаете, то Спиваку еще кого-то. Это же тоже такое дело. Да, может где-то, ну, я думаю, что придет время, все поменяется. Не избегает тем. Ну,
имеет на то причины. Я же не знаю, какие обстоятельства у него есть. И не надо, никогда не судите людей, понимаете? Ну, как написано, не судите, не судимы будете. Нет, можно не соглашаться, можно спорить, можно высказываться, не надо молчать, но надо шуметь, но не надо судить, осуждать. Ну вот почему не говорит? Не говорит и не говорит. Можно за сказанное и сделанное как бы предъявить, но не надо предъявлять за то, что не комментируется. Значит, есть на то причины. Опасно все равно. В Украине опасно иметь другую точку зрения. Такое впечатление, Рютте, шуточки, письмо Трампа, потом Путину, какой-то политический стендап, цирк на дроте, как говорят в Украине, или божья роса, говорят в России. Это пролог конца, танцы на костях начались. Это всегда перед финалом, согласно жанру. Благодарим за шум. Хочется верить. Спасибо большое, Синяя Борода, за вопрос, что это пролог к финалу, но мне кажется, что это наоборот. Наоборот. Это вот специально, это чтобы... Ну, а какое шоу устроил Зеленский после Анкориджа, согнал туда всех этих лидеров? А какое шоу было после овального кабинета? Ну, то есть, они пытаются играть с ним так, сяк, тянут время, да. Но вопрос в том, что демократы, даже те, которые придут сейчас, условно там, они могут очень интересно повернуться. Ну, то есть, то есть никто не... Попытаюсь кратко свою мысль по поводу этой ситуации. Сейчас вот республиканцы отворачиваются типа от Трампа, они подголосовывают демократам. Там очень много интересного, там и какого-то там счетовода ему назначили, и в Иране воевать запретили, ну, нижние палаты, и вообще там и бальный зал не дали достроить, ну, такие решения принимают. И там республиканцы подыгрывают демократам. И вот это все носится, двухпартийная поддержка. Да нет гарантии, что не повыбирают демократов, а вот эти всякие бараки и вот эти всякая вот эта история, Клинтоны, они просто не будут их контролировать. И они будут за Трампа. Да, демократы, но под Трампом и в конвее, в русле этих решений. Сильно преувеличена хромота утки после даже победы демократов, после выборов в Конгрессе. Просто выборы в Конгрессе нам очередная отсеченная точка. Дотерпите до этого. Помните, вот рассказывали? Дотерпите до весны, и все будет хорошо украинцам. А теперь вот дотерпите до ноября, и тогда вот это оружие пойдет, и все будет здорово. А каждый месяц, каждую неделю все рушится, рушится и рушится. Что есть корнем причины войны, по мнению Шелеста? Если войну организовали не сионисты, то кто? Или просто обсуждать следствие, а не первопричины проще, удобнее, понятнее или просто перспективнее? Спасибо за этот вопрос. Смотрите, я считаю, что виноваты, ну, опять-таки, организовали. Видите, вы как говорите, организовали. Но мы же организовались. Украинцы, россияне же организовались под эту тему. Организовались и воюют, и помирают. У меня простой ответ на этот вопрос. Виновата гордыня. Это наказание за гордыню. Ну вот элементарно, за гордыню. Возгордились и с одной стороны, и с другой, причем очень сильно. И вот получаем от тех же прилеты, тех же кукловодов, которые там сионистов или там масонов, инопланетян, кого угодно, хабатников там еще говорят. То есть вот и получаем. Потому что нас купили на вот этот грех гордыни. Ну это мое такое убеждение. Если бы не было этой гордыни, тогда бы все было бы иначе. Так, что тут чатик у нас? Ой, а что у нас здесь с чатиком? Подождите. Так. Угу. Так, друзья. Время позднее, конечно. Кто такие сионисты? И бальный зал, да. И бальный зал тоже. Саша, будут подвешивать морковку перед жителями обещаниями скорого мира. Про гордыню верно. Смертный грех. Действительно, и поэтому помираем. Так, бедный Пушкин, Булгаков и так далее. Культура отмены. А в голове
тоже отмена. Ладно, у молодого поколения, почему взрослые люди так просто отказались от своей истории, культуры и воспитания. И жизнь тяжелая, поэтому отказались. А когда вот вообще поколение, вот представьте, да? Перестройка, развал Союза, 90-е голодные, бандитские, нулевые там черти что. Один Майдан, второй Майдан, война, большая война, кризис финансовый там еще в промежутках, девальвации, это коронавирус, короче. Вообще, конечно, мне кажется, тут накололи иголками с этими всякими 4 видами вакцин, понимаете? Вот это все вот перемешалось, потом бустер еще дали, и вот это вот дало по шарам. Итоги опроса. За что вы? Вот очень, кстати, интересно. 4% за заморозку, пусть как есть. 5% за войну. 42% за мир после понятной победы. И 50% за мир ценой любого компромисса. То есть компромисс любой, но главное, чтобы был мир. Спасибо вам большое за вот это голосование. Так. Грех не гордыни, а наживы. Гордыня. Нажива-то нажива, а гордыня. Угу. Саша, твое мнение насчет рыбка в Польше и как там сом? По учебе долго снится. Евгений Швейцария снится? Ну, какая? Ну, рыбака выгнали, да. Ну, а что? Ну, это поляки. Это поляки. Так, вы все шумите, кто спрашивает? Да, сейчас уже уходим. Сейчас уже. Только вы лайк не поставили, наверное. Александр, где Елисеевич? Хочется послушать, как клятый совок насрав в шаровары. Це ж не мы всралися, Гарри. Ну, может, позову, когда дело такое. Где? У себя. Так. Значит... Поколение пропащее, все в топку войны, главное дети. Так и дети уже другие, понимаете? Мы теряем... Ну, если дрон дает последний звонок в школе, в селе, украинском селе, украинское село, дрон поднимают, и он звенит. Тилинь, 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 тилинь. А раньше девочку в юбочке на плечико сажали. Но это же есть разница в поколениях. В любом случае. Так... Друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня вот так долго, да, вот 3 часа, елки-палки, скоро будет. Но я понимаю, что как бы досматривать это полностью, наверное, вряд ли кто-то будет, но мне все равно очень нравится наша компания. Всем большое спасибо за этот первый летний пятничный вечер, который мы провели вместе. Уже на самом деле 6 число. Когда-то в Украине, я помню, очень... Мы любили, когда в коллективе работали, там на телевидении, праздновать День журналиста. Была еще журналистика, была еще вот эта вот романтика, был еще такой день. Он сейчас есть, конечно, поэтому... Но сложно уже называть даже это своим праздником после того, что творится. Но, тем не менее, дата есть. И если мы за то, чтобы что-то беречь, то есть и вот такой праздник. Поэтому спасибо за лучшее поздравление, лайк этому видео и пара хороших, добрых комментариев. И очень большая просьба. Понимаю, что там кто в разных моментах смотрит. Вот тот, который момент вам понравился, пишите в комментариях, выскажитесь по этому поводу. Мы ведь для этого шумим. И хорошо шумим. Добра и света.